Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой YouTube-канал. Обязательно подпишитесь, если еще нет, здесь точно будет интересно. И вот я хотел немножко апдейтить вас про очень важные события, которые сейчас происходят, и объяснить, почему мы чуть-чуть приостановили выпуск видео на нашем канале. Я думаю, конечно же, что многие из вас подписаны на другой YouTube-канал, где я вещаю. Это канал Навальный Лайф, у которого почти 2 миллиона подписчиков. И сейчас я выступаю ведущим очень важных стримов на этом канале, которые посвящены вот драматическим текущим событиям. Конечно, во-первых, событиям в Беларуси, которые разворачиваются там после президентских выборов. Вот вы, собственно, видите, у меня за спиной белорусские флаги, белорусские протесты. Мы сейчас чуть попозже о них поговорим. Ну и, в частности, у нас было несколько стримов, которые мы были вынуждены организовать в связи с вот такой драматической историей, как отравление Алексея Навального в Томском аэропорту. Мы постоянно на канале Навальный Лайф обеспечиваем освещение этой темы. Конечно же, будем к этим событиям возвращаться. Но я хотел эксклюзивно для подписчиков моего канала рассказать вам о том, что я думаю о том, почему власти решили отравить Навального. Да, я думаю, что здесь абсолютно бессмысленный разговор о каких-то версиях, каких-то возможных вариантах, потому что мы по самым разнообразным действиям властей имеем прям очень четкую картину состава преступления. Ну, первое, то есть очевидно, что Навальный отравлен очень серьезными токсинами. И это подтверждают многие источники, и врачи скорой помощи, которые первыми приняли его еще с борта самолета и везли в больницу, они говорили, что это очевидно очень сильное токсическое отравление. Об этом же сказали немецкие медики, которые приняли Навального после его транспортировки из Омска в Берлин. Они сказали, что он был отравлен. Все эти разговоры про то, что у него якобы там диабет или что-то с давлением, это все bullshit, как сказал глава некоммерческой организации, которая транспортировала Навального из Омска в Берлин. Понятно, что это серьезное отравление, но власти даже не завели дело. Они отказываются заводить дело, они отказываются вести расследование. Вот вы говорите, надо взять там все пленки и записи с видеокамер в аэропорту, а никто не хочет их давать, потому что расследование никто не ведет. И при явном очевидном отравлении лидера российской оппозиции отказ властей вести расследование, ну, это прямое фактически признание в том, что да, они являются организаторами попытки убийства Алексея Навального. Ну, что здесь говорить? Опять же, те же немецкие медики прям четко сказали, что если бы Навального не посадили экстренно в Омске, то есть если бы самолет продолжал лететь дальше и не совершил экстренную посадку, Навальный бы умер. Вот как ни жестко приходится это говорить, но тем не менее это факт. Его специально отравили в Томском аэропорту, рассчитывая его убить. Рассчитывая на то, что он не сможет долететь до Москвы, ему станет плохо в самолете, и он там умрет. Вот такой был план, да? Следующая история – это вот фантастическая операция силовиков по блокированию доступа к Навальному, к результатам его анализов, по недопуску родственников, лечащих врачей и коллег к Алексею, и по отказу возможности вывести его на нормальное лечение в Германию, потому что Омская больница скорой помощи – это вообще не больница. Это какой-то просто колхозный сарай, который не оборудован даже вот ничем. Вы все видели примерно, как это выглядит внутри, да? То есть для человека с таким серьезным токсичным отравлением невозможно сделать так, чтобы оказать ему нормальное лечение, его надо было вывозить. Но они 2 суток этому препятствовали с участием самых высокопоставленных силовиков. И вот это второй признак, почему власти соучастники этого отравления. Третий признак – это массированное промывание мозгов всей нашей кремлевской говнопропагандой, которая тут же вступила в силу, еще не успели новости прийти о том, что что-то случилось с Навальным. Они уже начали вот это, что он где-то сам, что-то не то выпил, что-то не то съел. Обратите внимание, во всех предыдущих убийствах и отравлениях, которые были организованы с участием Кремля, это неотъемлемая часть кампании. Они всегда тут же натравливают всех этих своих пропагандистов и полезных идиотов, которые начинают вот это все писать. Если вот есть такая массированная кампания, когда люди говорят не то, что очень что-то важное произошло, надо разобраться. Да? То есть нормальная реакция человека, надо разобраться. А здесь все эти говнометы синхронно, не сговариваясь, начинают писать одно и то же, что никто его не травил, это он сам. Это прямой признак того, что за всем этим стоят власти. Следующий признак – это то, что Томский аэропорт
Что такое Томский аэропорт? Это подразделение холдинга «Новопорт», который принадлежит Роману Троценко, советнику Игоря Сечина, и нашему давнему врагу и противнику. Да? Ну, то есть, это фактически режимное предприятие, подконтрольное власти. Томский аэропорт отказался предоставлять любую информацию о том, что там происходило в тот момент, когда Навального отравили. Он сказал, что предоставит эту информацию только правоохранительным органам по их запросу. А правоохранительные органы такого запроса не дают, потому что они вообще не считают нужным расследовать отравление Навального. Круг замкнулся. Таким образом, вот мы видим целый блок доказательств того, что Навальный был сознательно отравлен российскими властями. И вот давайте несколько слов поговорим о том, почему. Я вот здесь выскажу свою личную точку зрения, но это как бы точка зрения информированного человека, который 6 лет работал в российской власти, который, в общем, лично знает всех этих наших высших руководящих государственных деятелей, и который много лет работал в оппозиции. И вот, ребят, я такой человек, с которым рядом все время рвались вот эти снаряды. Был 5 лет назад в Москве убит мой друг и соавтор Борис Немцов. После этого, спустя 3 месяца, был отравлен, попытка отравления случилась Володе Карамурзы, который мы тогда с ним участвовали в создании демократической коалиции для совместной работы на региональных выборах и выборах в Госдуму. И мы сидели с Карамурзой вот на соседнем диванчике, все время перешептывались, когда эти совещания коалиции шли, там что-то советовались друг другом. Он представлял тогда «Открытую Россию» Ходорковского. И вот как-то на одно заседание он не приходит, мы его ждем, его нет. Вот это место на диванчике рядом со мной пусто. И вдруг появляется информация, что Карамурза отравлен. К счастью, ему удалось выжить. Карамурза потом пережил и вторую попытку отравления. Мы с ним очень много говорили об этом. Таких случаев было много. Был Петр Верзилов, была Анна Политковская, был Юрий Щекочихин и так далее. К сожалению, Россия Путина стала страной постоянных, пугающих, регулярных политических убийств. Так вот, сейчас многие начинают вот эту шарманку, типа, а кому мешал Навальный? Ну, подумаешь, значит, вот что он там против Путина мог сделать. Вот несколько моментов, друзья. Во-первых, вспомните, в какой момент был убит Борис Немцов. Борис Немцов был убит там за год с небольшим до выборов в Государственную Думу 2016 года. Когда перед властью был уже очень серьезный экономический кризис, рост протестных настроений, и перед властью стояла серьезная перспектива как минимум получить в Госдуме серьезную оппозиционную фракцию. И Немцов мог это обеспечить. Он был таким редким связующим звеном, который, в принципе, мог заставить многих оппозиционеров сесть, договориться и объединиться в большую единую коалицию. Как только Немцова не стало, там пошли центробежные процессы, одеяло стали тянуть на себя там Касьянов и представители Старой Гвардии, коалиция развалилась. Если бы был Немцов жив, то демократы прошли бы в Госдуму, и мы бы вот все эти свои вещи, которые мы озвучиваем на нашем YouTube-телевидении и со сцен протестных митингов, мы бы говорили это уже в стенах парламента, во властных коридорах. Для Путина это был неприемлемый риск. Через 3 недели после убийства Немцова он выступал на коллегии ФСБ в марте 2015 года и прямо сказал: ваша основная задача Федеральной службы безопасности – не пропустить в Государственную Думу тех людей, которые мне, Путину, не нравятся. Еще через 3 месяца после убийства Немцова вот как раз был отравлен Володя Карамурза. К счастью, он выжил. Но, на мой взгляд, это, очевидно, одна и та же последовательность, потому что Карамурза представлял в демократической коалиции Ходорковского. Что такое для Кремля Ходорковский? Это деньги, это финансирование предвыборной кампании. Значит, еще больше гарантий, что оппозиция точно попадает в Государственную Думу. Вот в чем параллель с ситуацией с Алексеем Навальным. Давайте просто проанализируем, посмотрим, оглянемся, что происходит вокруг нас. Происходит, во-первых, фантастическое обрушение рейтинга Путина. Причем дело не в том, что там Левада-центр или кто-то еще показывает ему беспрецедентно низкий, исторически низкий уровень доверия и поддержки. Есть более глубокие исследования, например, группы Белановского, которая предсказала протесты 11-12 годов в России задолго до того, как они возникли. Она говорит о том, что происходит систематическое разрушение поддержки власти в обществе. Как это выглядит на практике, мы сейчас видим в Хабаровске, который 1,5 месяца просто бунтует против Путина.
И если сначала Хабаровск начинал с того, что просто верните нам губернатора Фургала, которого мы выгнали, то сейчас все дошло до не просто жестких, а порой жестоких антипутинских лозунгов «Вова, выпей чаю, Хабаровск угощает». Я думаю, все вы прекрасно понимаете, о чем речь. Путин отлично понимает, что раз один вот такой российский регион взбунтовался против него, у него есть все данные, которые позволяют сделать вывод, что скоро можно ждать просто лавины других регионов, которые выйдут точно так же, как Хабаровск. И здесь роль Алексея Навального, она для Путина является исключительно проблемной. Потому что, во-первых, Навальный наконец нащупал противоядие против Путина в плане его вот вечного недопуска оппозиции на выборы. Но они же обычно действовали как? Вот есть какой-то видный оппозиционер, он выдвигается на выборы, они говорят, что у него какие-то не такие подписи, не допускают, и все. Да? И вы ничего не сможете с этим делать. Или там против него уголовное дело, он не имеет права баллотироваться. Сейчас, вот внедрив систему умного голосования, Алексей Навальный выбрал неубиваемое противоядие против такой путинской тактики недопуска на выборы. Он просто призывает голосовать за следующего, который может выиграть. И партия власти все равно теряет большинство. И вот смотрите, рост протестных настроений с одной стороны, умное голосование с другой. Путин понимает, что на него идет лавина. Просто самая настоящая лавина, которая в следующем году может доставить ему огромное количество неприятностей. Он может потерять контроль в парламенте, несмотря на все свои ухищрения. Конечно же, здесь еще целый ряд факторов работает. Потому что, как вы знаете, экономическая ситуация у нас в стране аховая, и она не становится и не будет становиться лучше. Вот тот график, который вы сейчас видите на экране, это график Росстата по динамике промышленного производства за 7 месяцев этого года, за январь и июль включительно. И вот из этого графика видно вот эта формулировка, которую я часто повторяю в своей передаче «Где деньги» на Навальный Лайв. Это цитата из аналитиков Центробанка, которые охарактеризовали текущую ситуацию в экономике как стабилизация на пониженном уровне. Когда все грохнулось, но восстанавливаться до прежних уровней не спешит. Вот на этом графике график иллюстрирует очень четко, как это происходит. В результате путинского экономического кризиса люди обеднели, хотя, казалось бы, куда еще было дальше беднеть. И эта ситуация не будет улучшаться. Это значит, что к выборам 2021 года Путин подойдет в такой плохой спортивной форме, что вот сильный политик, который может объединить всю страну и создать общенациональное движение голосования против партии власти, представляет для Путина очень серьезную проблему. Вы знаете, это все раздражение чувствовал физически. Вот что Путина раздражает в последнее время чуть ли не больше всего? Это вот эти наши миллионные эфиры, с которыми еженедельно выходит к людям Навальный. Вспомните, с чего Путин начинал. Он начинал с захвата контроля над телевидением. Он отобрал ОРТ у Березовского, отобрал НТВ у Гусинского, закрыл 6-й канал с Киселевым, потом еще раз выгнал Парфенова с НТВ, произвел вторую зачистку. Для Путина телевидение, как элемент контроля над страной, это всегда было таким самой важной штукой. Да? И вдруг выяснилось, что появилось параллельное телевидение с десятком миллионов уникальных пользователей в месяц, где только растут и растут просмотры и количество зрителей. Что они только не делали, чтобы эти эфиры глушить. Изымали у нас по нескольку раз всю технику. Отрубали интернет. Врубались, арестовывали всех нас, в том числе меня, за то, что я вел этот миллионный стрим на Навальный Лайв. И я отсидел потом за это 30 суток в спецприемнике. Да? Не удалось ничего. Ничего не удалось. Мы продолжаем выходить в эфир. Нас смотрит все больше и больше людей. Перед выборами, где у Путина плохая форма, где ситуация для него только ухудшается, еще и появилось самостоятельное телевидение, которое говорит правду, которое смотрит все больше и больше россиян. Я прям физически чувствовал, поскольку я в этой студии работаю сам, я физически чувствовал, как их это страшно злит, и они хотят любой ценой все это дело прикрыть. Таким образом, пазл складывается. Путин страшно боится приближающихся выборов в Госдуму. Путин видит, что есть очень сильный лидер Алексей Навальный, который объединил вокруг себя самую талантливую команду людей по всей России, которые выступают против путинского диктаторского режима. Что этот лидер набирает силу, набирает популярность, набирает обороты. Что он уже вошел в федеральные рейтинги наряду с самыми известными путинскими клевретами типа Медведева.
У Навального рейтинг не меньше, чем у Медведева, которого нам 20 лет уже как болванчика показывают каждый день по телевизору. Что Навальный избрал тактику голосования на выборах, которая может опрокинуть партию власти, партию жуликов и воров «Единая Россия», вне зависимости от того, допустят реальную оппозицию на выборы или нет. Это умное голосование. Кстати, регистрируйтесь в нем обязательно. То есть, вот куда ни кинь, для Путина 2021 год представляет из себя огромную проблему. Он гарантированно проигрывает его. И, собственно, что в этой ситуации, какой выбор делает вся эта ГБшная мафия, которая находится у руля страны? Такой же выбор, как они, к сожалению, сделали в 2015 году, когда, не дожидаясь наступления думской избирательной кампании, решили убить ключевого человека, который мог бы помочь привести оппозицию в парламент. Это ровно точно такая же схема, по которой они приняли решение убить Немцова. Я абсолютно уверен, что это не было какой-то шуткой или случайностью. И что они все подобрали и сделали специально так, чтобы Навальный не долетел до пункта назначения. Чтобы после отравления в кофейне Томского аэропорта он бы умер на борту самолета. И уже была заготовлена пропагандистская кампания, что это что-то он не то выпил или съел сам. Но у них ничего не получилось. И у них ничего не получится. Потому что Навальный выполнил уже свою фантастическую историческую миссию. Он разбудил Россию. Он создал структуру и команду людей, которых много. Это сильные, свободные люди, которые не прекратят борьбу, что бы ни случилось с Алексеем. Вы видите, и вот это самое главное, да? Я думаю, что это то, что Алексей Навальный хотел бы больше всего от всех нас. Чтобы мы продолжали работать, несмотря ни на что. Они уже не первый год пытаются вывести его из игры. Ответом на это должна быть наша сплоченность, наша слаженная работа на достижение тех политических целей, которые Навальный очень четко сформулировал. Опрокидывать партию власти на выборах через умное голосование, расширять агитацию, расширять донесение наших идей до всех россиян. В итоге получится так, как в Хабаровске. Обязательно получится. Ну, а тут еще наступила Беларусь. Я абсолютно уверен, что триггером для вот этого решения так поступить в отношении Алексея Навального были события в Беларуси, которые показали, как внезапно целая страна, близкая нам страна, очень родственная нам страна, где долго зрели протестные настроения, через выборы, где люди получили альтернативу и возможность голосовать против надоевшего диктатора, вот эта вся протестная энергия вышла наружу. Ох, как Путин этого испугался. Я думаю, то, что мы видим с отравлением Навального, это прямой результат вот этой паники. Тем более он понимает, как в принципе в России это может происходить на примере протестов в Хабаровске, которые не прекращаются вот уже 1,5 месяца, и я уверен, не прекратятся. Путин запаниковал и поступил в привычной своей манере. Что это за человек? Давайте вспомним. Взрывы домов, Нордост, Беслан. Это человек-убийца. Абсолютно хладнокровный убийца. Мы здесь показывали зрителям моего канала наш фильм о Борисе Немцове, где я очень четко сказал и объяснил доказательно, что никто другой не мог отдать приказ убить Немцова, кроме Путина. Никакая это не самодеятельность Кадырова. Какая самодеятельность может быть в нашей пресловутой вертикали власти, где принято спрашивать разрешение у Путина на каждый чих? Где для того, чтобы назначить замначальника департамента «Газпрома», я знаю, что говорю, я регулировал «Газпром», нужно личное разрешение Путина на замначальника департамента. А здесь речь идет о крупнейшем политическом оппоненте власти, и кто-то стал бы делать такое, не спросив папу. Ну, что вы мне рассказываете? Таким образом, я не сомневаюсь ни на секунду, что это был четкий приказ, исходящий лично от Путина, убить Алексея Навального, отравить его, чтобы снять проблему, снять риски перед надвигающимися федеральными выборами, которые Путин имеет все шансы проиграть. У Путина ничего не получилось, и у него не получится. Во-первых, Алексей Навальный очень сильный человек, я уверен, он выкарабкается из этой ситуации, и у него отменное здоровье. Я уверен, не сомневаюсь, что он сможет все эти испытания перенести и скоро вернется к нам. А во-вторых, ребят, дело в нас с вами. Мы должны продолжать работать, не вешать нос и не сдаваться. Мы проходили через самые суровые испытания в недавней истории нашей страны. Я думаю, вы уже поняли, что мы сильные ребята. Нас просто так не сломить.
И этот план Путина таким образом проваливается с треском. Нас не запугать, мы никуда не уйдем, мы не перестанем делать то, что мы делаем, мы в итоге победим, Россия будет свободной. И самое главное, что свободной будет Беларусь. Вот я в заключение хотел сказать несколько слов. Это очень важно, то, что вот такие события, освобождение наших близких родственных стран от диктатур происходит одновременно. В общем-то, одновременно. И очень сильно влияет и будет влиять друг на друга. Посмотрите, что происходит с белорусами. Фактически вся страна, весь белорусский народ, который довольно долго ждал. Но вот настал момент, и он в едином порыве встал против диктатора. Мне кажется, самое важное, что происходит сейчас в Беларуси, это то, что Лукашенко вот уже долгое время, откровенно угрожает всем жителям своей страны применением армии, оружия, что он всех посадит, убьет, а они не боятся. И выходят на эти совершенно потрясающие, фантастические мирные протесты. У нас очень много сейчас появилось людей, которые начинают критиковать белорусов за то, что этот протест носит исключительно мирный характер. Но я хочу сказать, что для всего остального мира, и это очень важно, и для устойчивости власти Лукашенко это очень важно, сложилась понятная черно-белая картина. С одной стороны, вот эти вот ощетинившиеся силовики, которые готовы бить и убивать граждан своей собственной страны. С другой стороны, абсолютно мирные белорусы, миллионы которых выходят и мирно требуют своих неотчуждаемых прав. Право выбирать руководство своей страны, право выбирать свое будущее. Вот против этой картинки ничего не сделаешь. Сколько ни угрожай, сколько ни выставляй войска и не пугай людей, что их завтра расстреляют, убьют. Белорусы не боятся, они уже доказали это. И это очень важно для нас здесь, в России. Я не сомневаюсь, что вот это белорусское национально-освободительное движение в итоге победит. И это то, чего боится Путин. Он боится, что вот эта эмоциональная освободительная волна перекинется на нас. Но я повторю еще и еще. У Путина ничего не выйдет, потому что есть мы, один за всех и все за одного. Мы никуда не уйдем. Мы будем продолжать нашу борьбу, чего бы это ни стоило, и в итоге победим. Это был Владимир Милов. Мы скоро вернемся к вам с нашими обычными эфирами. А вот за освещением разных драматических событий текущего момента смотрите наши стримы на Навальный Лайв. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. И в ближайшее время здесь будет много интересного. Мы будем говорить о важнейших вещах, которые происходят в России и в мире. Скоро мы с вами увидимся. Спасибо.